друзья, у нас начинается новая неделя, и это самая последняя неделя на буткемпе. И начинается она с того, что у нас сегодня день рождения у Жени Аункера, и мы сейчас все вместе будем его поздравлять. Кусать торт будет? Что ты желаешь, Женя, в этот светлый праздник? Да ничего, он слишком хорош, чтобы ему что-то желать. Эксклюзивный кадр. Валер! За что, Валер? Нельзя, Валер! Сколько еще побудет терпеть? Скажи мне, пожалуйста. Ир, как тебе первые результаты на мажоре? Неожиданно. СНГ команда себя круто показывает. Виталити 1-2. НРГ Дримам проиграли. Как всегда, в принципе, неожиданно. Магия мажора. Магия мажора, да. Что насчет Пикема? Но еще не конец, на самом деле. 3-0 точно улетело, да. 0-3, по идее, сыграет. А там посмотрим. Еще не конец. Последняя неделя на буткемпе, уже хочется домой? Ну, по-разному, и хочется, не хочется уезжать. Не хочется уезжать, потому что тут каждый день максимально продуктивен, постоянно насыщен какими-то эмоциями, новыми знаниями, опять же, общаемся с ребятами постоянно. Вот, но как-то домой хочется как-то отдохнуть от этой всей обстановки, от этой рутины. И так, и так. На самом деле не так сильно, потому что тут очень крутая атмосфера. Есть немного мысли о том, что хотелось бы домой из-за рутины, но на самом деле нет, мне очень нравится, очень круто. Такая ситуация, как примерно с каким-нибудь летним лагерем, тем же, когда ты вроде и хочешь домой, а вроде и хочешь продолжать веселиться, отдыхать. Вот примерно так же. Что ты сделаешь в первую очередь, когда вернешься домой? Погуляю, наверное, с кем-то, со своими друзьями, если они у меня есть. Мне надо, короче, медкнижку сделать в мою поварскую деятельность. Там надо делать медкнижку, обновлять их каждый год. Мне надо пойти медкнижку обновить, иначе мне дадут люлей. Хочу вообще на свою кровать лечь, она мягкая очень, и на подушку. Я скучаю по своей подушке больше всего. Вот, наверное, лягу на кровать, на диван и попытаюсь осознать все, что произошло за эти 3 месяца. В первую очередь, это я буду думать, что с монитором делать. А что с монитором? У меня 144 дома стоит, а тут 240. Так что я еще не придумал, где буду 240 брать. Какой самый сложный период был для тебя на буткемпе? Какие вообще сложности были? Наверное, когда я вернулся после минора, и потом вот был момент перед отпуском и после отпуска. Именно почему-то у меня был очень сильный спад в игре, и я не мог разобраться, почему. Но сейчас я чувствую, что я разобрался в этом, и уже намного легче и лучше. Наверное, это было начало, когда шла подстройка и притирка. Ты как-то себя волнительно и не в своей тарелке себя чувствовал, когда людей, собственно, и как бы всех знал, но в то же время никого не знал, лично. А когда вот уже пришла притирка, и мы все друг друга начали понимать, и стало легче, в общем. Вторая часть буткемпа после первого отдыха. Там началось больше КСа и более сложные тренировки. Конец 2 месяца и начало 3-го. Конец 2 месяца связан, наверное, с тем, что был немного спад, а начало 3-го месяца у нас были новые роли, не хватало опыта на этих ролях, и было немного тяжело. Для меня, наверное, это был самый старт, первые 2 недели. Это привыкание к режиму, привыкание к здоровой пище. Это для меня было самое трудное, но потом быстро переключился, и все в порядке. Если бы ты мог вернуться назад на 3 месяца,
перед началом буткемпа, что бы ты сам себе сказал? Какой бы дал совет? Что ты бы сделал по-другому? Ну какой совет? Я не давал себе никакого совета, просто меня сейчас все устраивает, что сейчас происходит. Просто если бы я, например, дал себе какой-то совет, возможно, так бы и не было, как сейчас. Все, что не делается, все к лучшему. Дорожи каждым днем, наверное. Слишком быстро время пролетит. Дорожи каждым днем, да, наверное, так. Я до сих пор себе повторяю, потому что время реально летит очень быстро. Себе бы сказал, что нужно работать больше все-таки. Как бы вот ты думаешь, что ты работаешь на максимум, но надо понимать, что ограничений нет, ты можешь больше всегда. Ну, это, наверное, я бы сказал бы себе в самом начале. Я бы дома наелся всякой вредной еды и сюда приехал. А так больше ничего не изменил. Тут такой режим, что ты КСу не всегда можешь уделять времени так много, как ты хочешь. То есть тебе надо чем-то жертвовать. И просто есть дни, когда тебе надо идти спать, у тебя есть выбор, идти спать или сделать еще, ну или поиграть еще немного. С одной стороны ты выспишься, а с другой ты потренируешься, непонятно. То есть вроде режим так диктует, и это правильно, а вроде ты сам чувствуешь, что тебе надо это сделать. Вот. И вот из-за этого в основном все время есть такое чувство, что ты где-то не дорабатываешь. Не жалею ни о чем, кроме рыбалочки, которую мы записали, и почему-то ее не вставили. Сидел 2 года дома, ничем не занимался, никаким спортом абсолютно. Да, то есть у меня там были проблемы, но элементарную зарядку я даже не делал. Вот. Было очень трудно потом приезжать и играть после этого. Но потом я начал понимать, что это очень важно для того, чтобы скинуть какое-то эмоциональное напряжение. То есть, когда ты идешь заниматься физической нагрузкой, потом у тебя на эмоции просто не остается сил, ты как-то перезагружаешься. Вот. Это вот не нравилось и нравится теперь одновременно. Нравился режим, то, что нам рассказали супер много полезного. Не нравилась, наверное, больше еда. Ну, первое время, потому что привыкнуть сложно было там к брокколи, цветной капусте, к морской капусте, я это прям вот не переношу. А так, в основном, все остальное устраивало. Режим мне нравится. Конечно, я бы, наверное, брать после буткемпа, я, наверное, его изменю, но, в принципе, он будет останется таким же. Просто я, например, подъем сделаю не в 7, а в 9 утра, потому что я считаю, что для меня в 7 слишком рановато. Все нравилось, ничего не нравилось. Ну, все круто было. Ты бы что-то менял? Нет. Поменял. Наверное, бы побольше дисциплины добавил. Просто у нас было условие, что в игровую на лекции не носить телефон, не сидеть в телефонах. А не все ребята этого придерживались. Но я думаю, это в конечном итоге повлияет на результаты. Какой самый забавный случай произошел на буткемпе? С тобой или в целом? Ну, один забавный случай произошел буквально недавно. Мы поднялись в 7 утра, в 7:30 у нас началась зарядка, мы закончили, это где-то вот 8:20, да, условно говоря. Я там пока покушал, пока сходил в душ, 8:40, 8:50 я захожу обратно в комнату, Пока в это время уснул, то есть после зарядки сразу. Я такой захожу, открываю дверь, Пока, короче, подрывается, такой весь перепуганный, такой смотрит по сторонам, задает мне какие-то вопросы, я говорю: дядя, что с тобой? Он такой: а зарядка? И типа думал, что, короче, он зарядку проспал. Вот, это было очень смешно, я прям верещал на всю комнату, это было так неожиданно, и это было, настолько, не знаю, он очень сильно переживал тогда. Он думал, что проспал просто. Один раз я проснулся, выхожу из дома, а Копачо кошку, сгоняет со 2-го этажа и говорит, он проснулся, она справа от него спит. У нас здесь кошка просто ползает, она в окна заползает. Вот, наверное, это самое забавное было. В общем, была ситуация с Копачо. В общем, он выложил фотку в Инстаграм с неприличным жестом. И из-за этого ему дали желтую карточку. Мы все очень посмеялись, но в то же время было очень грустно, потому что, получается, ни за что он получил желтую карточку. Вот. В то же время хотелось ему посочувствовать, но в то же время это было очень смешно. Взял тапки, у нас же есть эти, одноразовые, вот эти в пакетиках взял, там они в кладовке это лежат, я их беру, распаковываю, одеваю, сидим на лекции, я такой, что-то сижу, я чувствую, что, я вижу, что паук вылазит, вот тут по ноге у меня ползет, ну я громко закричал и случайно убил его, и все начали громко-громко смеяться. Вот как ты только в голос.
До слез. Реально до слез. Случайно его убила. А есть какая-то информация, которую зрители не знают о тебе? Что бы ты мог рассказать нового, интересного? Я играл в БДТ, я занимался карате и танцами 8 лет. Вот. И я ни разу не был в больнице еще. Это мое достижение личное. В принципе, все. Я обычно спокойный и там, ну, говорю какие-то вещи умные иногда, но на самом деле я очень непредсказуемый порой бываю. Я могу просто с того, ну, на ровном месте сделать какую-нибудь дичь неожиданную, и все будут думать, что он вообще делает. Люди смотрят видосы, влоги, они видят меня более позитивным и каким-то раскрепощенным, и кажется, что я как будто такой веселый парень. А когда я завожу стримы, я веду себя более пессимистично и отношусь, ну, ко всем одинаково. Я всегда разговариваю в одном тоне. И всегда люди меня спрашивают, типа, ты в тильте или что вообще с тобой? Но люди не понимают, что когда я сажусь играть, я меняю роль, и, соответственно, у меня совсем другое поведение, и расставляю приоритеты по-другому. По факту меня взяли из этой Европейской лиги, а я в Европейскую лигу попал в Варшаве, когда я бегал. У меня была квалификация в эту лигу, и я целый день бегал с компьютером в руках, у меня там он поломался, и надо было найти компьютерный сервис в Варшаве, ну, короче, там вообще. И я его нашел, я попал в лигу, ушел из университета, потом меня кикнули с этой лиги. Я остался ни с чем, я опять вышел в эту лигу, и Амиран сказал, что если бы не эта лига, я бы даже не смотрел на тебя. Брат меня очень сильно поддерживал весь путь, и даже когда, ну, там разные были истории, когда, ну, вот вообще без шансов уже было дальше играть, он мне помогал, поддерживал, давал какие-то финансы на это, вот, купил там мне наушники, условно говоря, вот, и благодаря ему я считаю, что я здесь. Что бы ты хотел сказать зрителям и уже лично твоим фанатам? Я им хочу сказать спасибо за поддержку и то, что все комментарии, которые они пишут там под влогами или под всякими моими статьями, которые были даже на ХЛ-ТВ, там мне приятно читать, что обо мне когда хорошо отзываются, это очень приятно и мотивирует продолжать играть, ну, развиваться, достигать чего-то и быть, возможно, даже примером для кого-то. Большое спасибо за поддержку. Люди, которые меня поддерживали на протяжении всего кемпа, хотел выразить вам большую благодарность за то, что писали мне в директ каждый день, спрашивали какие-то вещи у меня интересные, я всем пытался ответить в свободное время. В общем, большое всем спасибо. Хотел бы поблагодарить за поддержку, за, надеюсь, искренние слова. То есть это очень приятно. Это очень мотивирует как-то двигаться, когда тебе люди пишут, ты молодец, я верю, что ты попадешь в пятерку. Я такой, типа, чё? И потом, Спасибо. я попаду, встал возле компа, я попаду. Иначе потягиваться. Спасибо большое за поддержку, на самом деле. Мне очень круто было слушать ваши вот эти вот фразы, которые вы писали в инсте, в ВК. Было достаточно приятно каждый вечер приходить, читать то, что вы меня поддерживаете, верите. Вот. Ну и развивайтесь, парни, развивайтесь, это самое главное. Вот. Не стойте на месте. В первую очередь поблагодарить их за поддержку, за позитивные комментарии, за негативные, за все. И, наверное, пожелать им удачных последних дней лета, что ли. Хорошо провести время с друзьями. Болейте за Нави. Чем вы тут занимаетесь? Ну, здесь вышла новая турнирная платформа нашего спонсора Kyivstar, GGUA. Смотрим, что к чему. И что тут есть? Здесь можно найти себе команду, найти нового тиммейта. Да вон и турики есть на бабке. Сегодня затестим. У нас на 15 человек мы купили 5 килограмм картошки, 3 килограмма курицы. Ну и тут рядом вот готовится греческий салат. Друзья,
Друзья, вот и закончилась последняя неделя нашего буткемпа. Уже совсем скоро мы узнаем результаты этого проекта, но пока хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы были с нами, смотрели наши ролики и болели за наших парней. А с вами были Нави Спортскемп, я Блэк Банни. До скорых встреч!